Приветствую всех, товарищи, с вами Холдым, ну или тут именно генеральный секретарь УССР, Холдым, вот так можно сказать. Да, мы продолжаем играть в Кризис в Кремле, да, 2 видео по Кризису в Кремле будет, вот, просто потому что мне так хочется именно немножко наиграться в нее. И в этот раз именно видео будет покороче, чем было. Вот. И в этот раз я буду более медленным, скажем так, если можно так сказать, чем был. Буду более рассудительным по поводу этих ивентов. Тут это мы уже читали, это мы в предыдущем видео читали. Приходят тут у нас новые дни. О! Победа! Блин. Ну да, значит, это видео будет именно уже дальше по Родина революции дальше будем проходить, так как я такое видео точно на канал не выложу. Победа! Успех ГКЧП! Благодаря вашему успешному консервативному управлению на Украине, а также учитывая, что вы не вступили в сговор с Лигачевым в 1988 году, Горбачев кооперировал вас в состав образованного в 1990 году Совбеза СССР, а в декабре 1990 года 4-й съезд народных депутатов избрал вас министром внутренних дел, дабы стабилизировать обстановку в стране. Вы быстро перетащили туда своих людей, и в августе 1991 года, когда соцлагерь разваливался, и то же самое грозило и Советскому Союзу, стали неформальным лидером ГКЧП, благодаря чему Ельцин оказался изолирован на своей даче, Верховный Совет взят штурмом, а волнения в Прибалтике подавлены. Горбачев ушел, и теперь пришло ваше время управлять страной. Ура! 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 Погибло в катастрофе среднее количество. 3549 погибших. Ну и дальше у нас будет Родина революции без лишних слов. О, интересненько. Мы будем теперь играть за Россию, и как мы видим, уже 1989 год на дворе, и у нас все реформы приведены, и у нас в стране все очень хреново. Ну, опять же таки, мы сокращаем. На что нам можно сократить субсидии? Аграрный сектор и промышленность. Аграрный сектор и промышленность тогда. И давай соцрасходы можно уменьшим. Ну, давайте еще и соцрасходы, и все остальное это просим на госбезопасность. Давайте так. Погнали дальше. Консервативная линия, посмотрим, что будет дальше. Коррупция, нестабильность в центре, перестройку не остановить. Специально усложненный режим мы не будем делать, так как это очень больно. И еще, как сказать, тут должно было высветиться достижение спасения утопающих, вот что забыл сказать в концовке за консервативную Украину. Так как, понимаете, это видео перезаписи, из-за этого достижение я уже получил. Просто хотелось вам сказать. Ну а теперь давайте вперед. Будем смотреть, что тут интересненького будет. Добрый день, Виталий Иванович. Сообщаю вам, что новогодние праздники прошли без каких-либо примечательных инцидентов. 1988 год был трудным для нас, однако не стоит отчаиваться. Впереди лишь покорение все новых и новых вершин. Эх, если бы все было так оптимистично. Проблема товарного дефицита продолжает усугубляться, темпы экономического роста уменьшаются, а недовольство в России, как и в других союзных республиках, продолжает расти. Если до сего времени удавалось сдерживать народный гнев страстными речами
страстными речами о перестройке, демократии и гласности, то теперь ситуация начинает выходить из-под контроля. Правительство Рыжкова хочет ввести по всей стране систему карточного снабжения, которая до этого была задействована в основном в провинциальных городах по ограниченному перечню товаров. Однако нам известно, что текущий бардак в стране является закономерным результатом отмены госмонополии правительства на внешнюю торговлю, из-за которой советские товары стали за бесценок вывозиться за рубеж, оставив советского покупателя с очередями, и дефицитом товаров самой первой необходимости. Однако вставить палки в колеса людоедским реформам вполне можно попробовать, но не вызовем ли мы своими действиями гнев Кремля? Ну, во-первых, мы все-таки Россия, мы более значимая республика, мы не Украина, которую можно легко сильненько задушить. Из-за этого мы можем хоть что-то что-то сделать, так как мы являемся, главой самой большой республики в Союзе. Из-за этого мы не настолько безвольны. Что тут делать? Одобрить решение Рыжкова и ввести повсеместную карточную систему, это ни в коем случае. Ввести карточную систему и предложить Рыжкову увеличить розничные цены, ограничить экспорт товаров за рубеж и ударить по коррупционерам в таможне. Отличный вариант, мы это берем. Я уже не справляюсь с этим, пора уйти в отставку. Нет, не будем. По всей России были проведены антиспекуляционные меры. Таможенные организации обязали вести подотчетную статистику о экспорте товаров за рубеж. А подозреваемые в коррупции личности были арестованы и переданы суду. И преданы суду. Комиссия, созданная при Совмине РСФСР, обнаружила, что в 1988 году частными лицами за рубеж было вывезено 500 тысяч цветных телевизоров, 200 тысяч стиральных машин, в то время как в СССР товары роскоши давно уже пропали с прилавков. Данные события и несколько сенсационных статей в прессе вынудили правительство Рыжкова поступиться принципами и отказаться от политики децентрализации контроля над внешней торговлей. Незначительный откат не очень сильно спас стагнирующую советскую экономику, однако пока что удается сохранять статус-кво. Вот вам еще одно доказательство отмены госмонополии. И вот что стало сразу же происходить с нашими товарами, как только мы отказались от госмонополии государства, например, на торговлю. Сразу же все начали все вывозить за рубеж. А нам потом еще кое-какие люди очень компетентные потом что-то говорят про дефицит, который, получается, был вызван перестройкой и уменьшением государственного регулирования. Вот так вот. А потом нам какие-нибудь либертарианцы и другие, или обычные либералы говорят о вреде и ужасном госрегулировании. Вот. Мемориал. После январского постановления ЦК КПСС о дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х, начало 50-х годов, прошла учредительная конференция общества «Мемориал», в которой приняли участие такие известные диссиденты, как Андрей Сахаров, Лев Пономарев, и Лев Пономарев. Мемориал
некоммерческая организация, ведущая активную просветительскую работу в области политических репрессий, которые, по их утверждениям, были в Советском Союзе времен 30-х годов. Трудно сказать, откуда у них имеются данные о массовости сталинского террора, если доступ к архивам все еще ограничен. Однако это не мешает им вести активную антисталинскую кампанию и содействовать установке памятников жертвам политических репрессий. Тем не менее, активисты мемориала собираются баллотироваться на грядущий съезд народных депутатов, что позволит им вещать на многомиллионную аудиторию, вмешаться в регистрацию организации и попытаться закрыть ее, осудить провокации мемориала, приветствовать создание мемориала и поддержать антисталинскую кампанию в СМИ, призвав рассекретить архивы. Давайте вмешаться в регистрацию организации и попытаться ее закрыть. Чего ж тут делать? Мемориал это, мы уже знаем, лжи про сталинские репрессии просто дофига. И, честно говоря, знаете, может быть, именно, если не поленюсь, оставлю в комментариях небольшой отрывочек с цифрами сталинских репрессий. Они взяты из исследования Института памяти ран. Обидно, что, конечно, страница сама именно с самим текстом уже удалена почему-то, так как когда я хотел воспользоваться ей, я снова по ней перешел, но там все было удалено. Вот так вот. Министерство юстиции РСФСР отвергло обращение общества «Мемориал» в регистрации организации, аргументировав это тем, что подписи, необходимые для оформления создания организации, оказались поддельными. После этого прошли обыски в московском штабе мемориала, где совершенно неожиданно обнаружились документы, подтверждающие связь правозащитников с западными антисоветскими изданиями. Здание было опечатано, а сотрудники подверглись арестам. Горбачев в ответ на это заявил, что возьмет это дело под личную опеку, и виновные будут наказаны. Данный инцидент подорвал авторитет правозащитников и выбил из колеи работу штаба, поэтому большинство членов организации решили не баллотироваться в народные депутаты. Однако Андрей Сахаров остался непоколебим. Ну и все равно. Давайте тогда все просто бросим на политику. Надо хоть как-то выбираться из той жопы. Я все просто уменьшил. Надеюсь, что перестройка, демократия, гласность. В этом месяце должны пройти новые выборы народных депутатов по измененной системе. По начальной задумке это будут первые в Советском Союзе конкурентные и альтернативные выборы, которые изберут 2250 представителей в новый высший орган власти – съезд народных депутатов. Еще до начала выборов один из кандидатов от Латвии, Виктор Алкнис, указал на странности в формировании избирательных округов. Так, в сельских районах Латвийской ССР были созданы округа, отличавшиеся по численности от городских в 4 раза от 30 тысяч человек до 127 тысяч человек. Арифметически средняя численность избирательного округа в республике должна была составлять около 62 тысяч человек. Таким образом, горожан и рабочий класс, таким образом, искусственно, по его словам, ограничиваются права горожан и рабочего класса избирать своих депутатов. Тем не менее, граждане в предвкушении выборов, ведь на их глазах разгорается стремительный переворот в политической сфере страны, который, несомненно, приведет только к усилению советской власти. Не так ли? Мы ничего сделать не можем. Давайте выдвинуть свою кандидатуру на выборах.
Виталий Иванович, горячо поздравляю вас. Вы смогли победить на выборах, обойдя своего конкурента. По результатам голосования было избрано 2250 народных депутатов, среди которых 1957 коммунистов. Также среди депутатов оказались такие известные лица, как Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Егор Яковлев и Дмитрий Лихачев. Первый съезд народных депутатов назначен на май. Ну и пока что у меня нету политики. Апрельский пленум. Виталий Иванович, совсем скоро должен пройти первый послевыборный пленум ЦК КПСС, на котором, по информации некоторых приближенных к Горбачеву людей, произойдет отставка бывших брежневистов и других пенсионеров из ЦК под предлогом омоложения кадров. Тем не менее, консерваторы тоже не собираются молчать и готовы нанести ответный удар по перестройщикам, ибо им есть что сказать, учитывая провалы КПСС на выборах в Москве и Ленинграде. Пора принять одну из сторон в этом ожесточенном противостоянии, товарищи. Не хватает политочков, ой. Нет, мы не будем поддерживать перестройку, ни в коем случае. Сейчас сделаем. Так, я решил кое-что сделать. Осудить провокацию мемориала мы не будем ее закрывать, так как это требует политвласти. А мы не очень хотим, чтобы все закончилось как-то не очень по-нашему. Давайте так. Подобные организации, как Мемориал, работают на своих иностранных заказчиков, дискредитируют наше прошлое, наглым образом пороча подвиги советского народа, который в кратчайшие сроки провел индустриализацию и коллективизацию, догнав западные державы по уровню развития. Тьфу ты, чертовы переводчики. Антисоветчики хотят украсть у нас эту победу, оболгать наши достижения и унизить советский народ. Но мы им этого не позволим сделать. Так прокомментировал прошедший учредительный съезд правозащитной организации «Мемориал» председатель Президиума ВССР Виталий Воротников. Горбачев назвал речь Воротникова посягательством на дело перестройки, а в СМИ за ним закрепился образ новой Нины Андреевой. Ну и все равно. Ну и пофигу. Так, ну что будем делать? Ну давайте дальше. Так, это уже было все на выборы. А теперь, да, раскритиковать политику Горбачева, заручившись поддержкой консерваторов. Какая же картина сложилась сегодня в центральных органах партии? Если обратиться к цифрам, то должен сказать, что из 301 члена ЦК 83 находятся ныне на пенсии. В числе 157 кандидатов в члены ЦК, 27 пенсионеров. Среди 82 членов ЦРК пенсионерами являются 12 человек. Таким образом, сейчас в составе центральных органов партии 127 человек являются пенсионерами. Нынешняя жизнь, ее динамика и масштабы, задачи, которые ложатся на плечи ЦК, требуют гораздо большей активности, заявил Михаил Сергеевич на апрельском пленуме и столкнулся с ожесточенной критикой консерваторов, собравшихся вокруг фигуры Ивана Полскова, который констатировал факт того, что после 19-го партийной конференции стало видно, что те партийные комитеты, которые не способны выйти из наезженной колеи, начали терпеть провалы за провалом. Терпеть провал за провалом по основным направлениям. Виталий Воротников, присоединившись к критике реформаторов, назвал перестройку неименуемым движением в пропасть. В итоге на пленуме из ЦК КПСС выведено 74 члена ЦК и 24 кандидата в члены ЦК. ЦРК, скорее всего. И 24 кандидата в члены ЦРК.
Однако среди оставшихся сформировалась прочная коалиция принципиальных противников реформ. Вот и хорошо. А теперь пришло время, ну что, может на что-то на политику или дальше? Что у нас сильно страдает? Ну пока что ничего сильно не страдает. Может промку поднять? Ну давайте пока что так. Я буду следить за всем остальным, чтобы все нормально было. Хотя, знаешь, оставлю все так. Давайте на индустрию кинем и социалку будем сейчас потихоньку поднимать, чтобы нас сильно не заели наши же граждане. Мисс СССР. Очень скоро должен состояться первый всесоюзный конкурс красоты Мисс СССР 1989, ученицами которого стали 35 девушек-победительниц городских, областных и региональных конкурсов. К участию допускаются даже школьницы 16-17 лет. Девушки отвечали на ставшие уже стандартными вопросы о заветной мечте и даже о демократизации пляжных ассамблей. ЦК ВЛКСМ, ну или комсомол, категорически против организации подобного рода мероприятий, которые наносят непоправимый удар по социалистической морали. Ведь только у нас в Советском Союзе о плоти социализма людей судят по труду и делам, а не по внешней красоте, в отличие от развратного Запада. От развратного Запада. Ой, вот теперь легче. Советскому человеку не нужны такие буржуазные излишки. Но честно, я не хочу запрещать этот конкурс. Я бы в любом случае, даже если у меня были политочки, не стал этого делать. Почему? Да потому что в этом нет ничего плохого. Это никак нас не дискредитирует. Что плохого в том, что небольшие изменения все-таки произойдут. Мисс СССР это даже отчасти будет как новое таким соревнованием, может так сказать, я не знаю. Что плохого в этом я не вижу. Я ничего плохого в этом не вижу. Из-за этого давайте провести конкурс и отправить победительницу представлять СССР на Мисс Мира 1989, ну или провести конкурс. Ну, я не знаю. Давайте провести конкурс. Мисс СССР 1989 завоевалась 17-летняя девятиклассница из Москвы Юлия Саханова. Для Юлии это был не первый конкурс красоты. В 1988 году она была финалисткой первого советского конкурса красоты «Московская красавица». Первый всесоюзный конкурс красоты собрал вокруг себя немалый ажиотаж, а обсуждение результатов голосования жюри вышло за границы Союза. Ну и хорошо. И политочка копится, и то хорошо. Будем сидеть теперь. Ну и смотрите, и промышленность не падает, хотя паника растет, а вот это, развал сильно растет, это плохо. Надо срочно инфраструктуру, все остальное поднимать, а то это мне что-то не нравится. Ладно, давайте сохранимся, во-первых. А то я что-то не сохраняюсь частенько. Первый съезд народных депутатов. Долгожданное открытие первого съезда народных депутатов свершилось, товарищ Виталий Иванович. В первый же день своей работы съезд избрал Горбачева председателем ВС СССР. Заседание, транслировавшееся в прямом эфире, приковало к экранам телевизоров миллионы советских граждан, жаждущих воочию узреть рождение советского плюрализма. Ну, во-первых, еще кое-что сказать по поводу этого съезда. Ну, честно говоря, как я и говорил, все вот эти вот именно реформы, они велись не для демократизации, потому что, честно говоря, гласность та же самая не являлась именно освобождением СМИ. СМИ оставались подконтрольной власти. Только власть именно этой гласностью разрешила себе клеветать на саму себя. Руководители просто повернули рычаг именно пропаганды на антисоветчину. И просто начала лить людям в мозги антисоветскую чушь. И тот же самый Мемориал создавать разрешила создать такие общества, как Мемориал и другие крайне сомнительные и лживые сообщества, чтобы они уничтожали советскую идеологию и выбивали ее из голов людей. Тем самым увеличивая именно, расшатывая страну, чтобы она в конечном итоге развалилась. И тут, да, вот.
Это я еще поправить себя по поводу гласности хотел, а то я, кажется, что-то как-то немножко ошибся насчет гласности. Свободы у нас, по правде, эта гласность свободу ни хрена не давала, как показывают факты. Ну ладно, давайте продолжим. Где тут? Впервые телезрители смогли увидеть выступление академика А.Д. Сахарова, но вы уже знаете, кто это такой и как я отношусь к этому человеку, и что он отчасти является самым настоящим больным, если вы... Рекомендую, опять же таки, хоть я и повторяюсь, потому что в моем прохождении за СССР полноценный было... Я уже говорил, почитайте Конституцию Сахарова. Если вы почитайте просто ее, я думаю, вы даже без сильных знаний в политике, построении страны, государства, точнее, построении государства, сразу поймете, что она буквально приводила к развалу страны. Который выступил с критикой политической системы СССР, заявив, что благодаря должности председателя Верховного Совета в руках у одного человека концентрируется почти ничем не ограниченная власть. Ну, во-первых, это опять же это ложь, так как в Советском Союзе выборы были демократичные. Так как только в советских выборах на выборы мог выбиться, например, тот же самый обычный колхозник, которым являлся наш дорогой Хрущев. Он был колхозником, но он смог добраться буквально до кресла до кресла генсека. А посмотрите на наш мир. Есть хоть один политик, который без поддержки капитала от какого-нибудь там олигарха мог попытаться именно пробиться к власти? Да никого нет, ни одного такого человека нет. В США, например, был один политик, который собирал деньги чисто от пожертвований людей, но его, конечно же, не допустили, так как это народный человек. Его именно продвигает сам народ, потому что он им нравился. Вот так вот. Вот вам и демократия буржуазная. А потом вы что-то говорите про советскую. Ну, например, Сахаровка говорит. Так, это все уже было. Также на съезде выступил историк Юрий Афанасьев, употребив по отношению к оппоненту выражение Сталинско-Брежневский Верховный Совет и агрессивно послушное большинство, вызвав тем самым недовольство в СМИ со стороны просоветских изданий. В последний день съезда в относительном меньшинстве радикально настроенные депутаты сформировали межрегиональную группу народных депутатов в противовес созданной фракции «Союз», выступавшей за сохранение СССР. Волей-неволей, но здесь придется вновь выбрать между двумя стульями. Ну, разумеется, «Союз». Примкнуть к фракции «Союз». Сформированная вокруг сторонников единого союзного государства депутатская группа «Союз» выступила с резкой критикой всех популистских настроенных политиков и прибалтийских сепаратистов, пытавшихся выйти из состава СССР. Лидерами фракции стали Юрий Блохин, Виктор Алксин, Виктор Алкснис, Георгий Комаров, Анатолий Чехоев, Виталий Воротников. Виталий Воротников поддержал формирование «Союз», назвав сторонников группы единственными работоспособными политическими силами в стране. Ну, давайте так. Мы сопротивленец, да. Опять же таки, мы сопротивленец, сохраняем игру. Давайте дальше играть. Блин, развал сильно растет. Ну ладно, оставим все так. Пока что проживем. Шахтерские забастовки. Товарищ Виталий Иванович, рабочие шахтеры Кузбасса отказываются работать. Прекратив работу, оставив необходимое количество работников для сохранения жизнедеятельности шахты. Оставив необходимое количество работников для сохранения жизнедеятельности шахт.
Рабочие вышли на улицы и площади городов. Порядок поддерживался силами бастующих. Образовались забастовочные комитеты. Стали появляться новые рабочие лидеры, выдвигаться кандидатуры в забастовочные комитеты. Около 300 шахтеров Междуреческа отказались спускаться в шахту и предъявив администрации около 20 требований. Главные из них были связаны с оплатой труда в вечернее и ночное время, с установлением единого выходного дня, обеспечением шахты шахтеров моющими средствами и питанием во время работы под землей. Все эти вопросы могли бы быть решены почти немедленно на уровне городских властей и руководства отрасли. Но местный профсоюз угольщиков оказался не на стороне шахтеров, а на стороне властей. Подоспевшие комментарии Михаила Сергеевича, безусловно, усугубили ситуацию, и теперь многие шахты встали по всей стране. Ну, хранить молчание нет, направить армию ни в коем случае, пообещать нет, выделить средства на решение социальных требований. Ну, сделаем так. Давайте так. Только так придется, мне кажется. Правительство РСФСР отправило своих делегатов для проведения переговоров с лидерами противостоящих и директорами шахт. По итогам заседания один из министров согласился принять социальные и экономические требования граждан, но категорически отвергнул политические аргументы, аргументировав это тем, что кризис власти может привести к приходу популистски настроенных сил, которые ведут страну в полную анархию. Тем не менее, правительство согласилось проиндексировать зарплаты шахтеров на 40% и пообещало проконтролировать рост цен в регионе. Откуда возьмутся на это деньги, до конца непонятно. Скорее всего, и им. Рабочие же вернулись на места. И у нас немножко кончились деньги. Чуть-чуть. Но буду надеяться, сильно народ не будет бунтовать. А, да, нам придется что-то уменьшить. Отлично. Ну ладно. Сохраняемся. Что дальше? КПСС, компотники, рок-н-ролл. Совсем скоро в Москве должен пройти... Совсем скоро в Москве должен пройти Московский музыкальный фестиваль мира, целью которого является сбор средств на лечение наркоманов и на финансирование всевозможных антинаркотических программ в СССР. Несмотря на благие намерения, основными музыкальными группами, которые должны присутствовать на фестивале, являются еще недавно заклейменные в советских СМИ западные рок-н-ролльщики, песни и музыка которых, по заявлению отечественных изданий, являются максимально антисоветскими и пропагандируют нацизм, фашизм, расизм, сатанизм и прочие существующие и несуществующие грехи. Таким образом, создается двойственная мораль всего мероприятия. Вроде дела благое, средства, полученные с продаж билетов, будут направлены в правильное русло, но с другой стороны, это идеологический подрыв населения СССР, капитуляция перед западными ценностями. Что думаете, Виталий Иванович? Предложите все. Начать агитацию против фестиваля в московских СМИ. Ну давайте приложить все возможные усилия для отмены фестиваля, что? Ну хотя, может, ну это деньги. Ну это денежки, блин. Слишком мало политочков не получится. Согласовать фестивали никак не комментировать. Но давайте проложить все возможные усилия для отмены фестиваля.
ЦК КПСС отказался согласовывать фестиваль, заявив, что наркомания в СССР еще не стала такой проблемой, чтобы тащить сюда иностранных попрыгунщиков. Правительственные меры разочаровали не только фанатов западных рок-групп, но и спонсоров и посредников мероприятия, которые уже выделили инвестиции на приглашение звезд зарубежной эскадры и организацию фестиваля. Однако перестройка отступила на шаг назад, но не сделает ли она 10 шагов вперед? Ну и мне все равно. Блин, что-то у нас все не очень, честно говоря. Надо эту инфраструктуру поддержать, а то она падает, блин. Блин, политвласть нужна, без нее никуда, уж извините. Тетрис. Ну давайте Тетрис еще пройдем и хватит. Я думаю. Хотя... Ну давайте еще один ивентик и хватит. Ну просто... Я не хочу рок-н-ролльщиков впускать, так как они поют песни именно. Они 100% им правительство выдадут песни, которые являются антисоветскими. То, что мы знаем, что очень много наших рок-звезд часто сотрудничают с правительствами. С правительством, точнее, своим. С правительством своей страны. И они могут сделать это так же и сделать это так же. Ладно, давайте. Еще до перестройки Тетрис. Еще до перестройки советский программист Алексей Пожитонов написал незамысловатую компьютерную игру головоломку Тетрис. Суть игры в Тетрисе состоит в том, что случайные фигурки падают сверху вниз на игровое поле. Игрок на время полета каждой фигурки может проворачивать ее вокруг своей оси и двигать влево-вправо по горизонтали, выбирая место, куда она должна упасть. Когда по горизонтали заполняются строка, она исчезает. Вроде бы ничего особенного, но игра смогла затянуть миллионы людей по всему земному шару. Однако основная проблема заключается в том, что теперь грязные капиталисты дерутся за авторство и право лицензирования игры, а теперь даже хотят явиться в Москву для обсуждения контракта с Пожитновым, который, как проговаривают, ни копейки не получил с многомиллионных продаж игры. Если мы сможем наладить выпуск своих собственных картриджей, то получим золотые игры с продажи бестселлера и утрем нос Западу. Что думаете, Виталий Иванович? Договориться с Западом и про... Ну давайте, право на Тетрис принадлежит СССР. Сейчас в японской компании Nintendo полным ходом идет разработка карманной игровой приставки GameJoru. Глава американского отделения фирмы убеждает президента разработчики новой версии игры Puff Soft отправиться в СССР и добиться прав на выпуск Тетриса и электроноргтехники. Первым в электронорг... Да что ж такое, у меня язык заплетается. Электроноргтехники встречают президента ППС, который уже знает Пожитова. Однако, вопреки ожиданиям, ППС электроноргтехника отказалась от продажи лицензии на выпуск Тетриса. В итоге американские гости остались ни с чем, а в СССР началась конвертация заводов электроники в конвейеры по производству картриджей с новым мировым хитом, продажи которого оказались равным экспорту водки в США. А неплохо! Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Это вкусно, это очень вкусно. Очень-очень вкусненько. Сейчас мы и так еще и свою страну немножко подправим. Сейчас мы и социалочку поднимем, и панику уменьшим. Что же такое? Ладно, тут мы и закончим. Неплохая сейчас ситуация, нормально. Денежек подняли и отечественную
Или отечественные игры защитили. Телефонные. Неплохо. Так. Ну, так, да. Ну, честно, мне прям... Мне нравится, вот честно, самым интересным была сейчас является вот эта вот Родина Революции, так как тут много больше ивентов интересных именно. Тут больше ивентов, которые я не знал. В Украине, точнее, дополнение в Припяти, там были все ивенты, которые уже я читал и высказывался о них. А тут, ну, по поводу Тетриса, тут понятно, тут, ну, как, тут правильно сделал. Мы должны, ну, не должны отдавать им лицензию на выпуск нашей игры. Они тогда, блин, получат хорошие, солидные денежки, а мы облапошимся. Почему это мы должны с ними делиться? Это наша разработка. Вот. Так. Да, вот. Ставьте лайки, пишите комментарии. Тут я реально усиленно прошу вас это делать, так как YouTube, блин, постоянно шлет мне обвинения в копирайте музыки, именно нарушение авторских прав. Из-за этого он душит мои ролики. А ваша активность, комментарии, лайки очень сильно помогут ему в продвижении. И так вы еще покажете, что вам эта игра нравится и хотите видеть ее больше. Ну и заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Заглядывайте туда, если хотите. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся!